Друзья, всем большой привет! В прошлом своем видео я показывала, как окрашивала трубочки раствором с добавлением акриловой белой эмали для радиаторов, также с использованием морилки. То есть мы получали нежный кремовый цвет. Сегодня я хочу показать вам, как можно окрасить трубочки в белый цвет и в черный. Все так же при помощи акриловой эмали для радиаторов. Если вы еще не смотрели мое предыдущее видео, то я ссылочку оставлю в описании к видео и в закрепленном комментарии. Рекомендую к просмотру, потому что повторяться я не буду. Манипуляции примерно все одни и те же. Единственное, есть разница при окрашивании трубочек, да. И на этих нюансах именно сегодня я и остановлюсь. Итак, беру белую акриловую эмаль, я использую фирмы Prestige, она термостойкая, то есть не желтеет при высоких температурах, при нагревании. Для меня это очень важно, использовать всегда качественные продукты. Либо можете экспериментировать или использовать свои красящие составы, именно белые, принцип примерно один и тот же. Показываю сегодня, как это делаю я. Вот, свои способы окрашивания также можете добавить в комментарии. Думаю, другим людям будет интересно почитать и попробовать. Перемешиваю все, потому что масса должна быть однородной. На пол-литровую баночку я буду добавлять 5 столовых ложек. Но у меня на самом деле она десертная, то есть я ее полностью там с горочкой наполняю, смахиваю. Добавляю все полностью в баночку. Мне нужно на пол-литровую банку, получается 5 столовых ложек акриловой эмали. Также вместо ложки вы, допустим, можете использовать какой-нибудь дозатор в виде, например, шприца, да, более удобно это делать, например, для того, чтобы получить нужную пропорцию. И раствор уже можно получить не на 500 миллилитров, например, а на литр, 2 или наоборот меньше. Это очень удобно. Так, я уже 3 добавила. 4. Для чего я все смахиваю? Чтобы у меня было одинаковое количество эмали в растворе. Каждый раз я беру нужное количество. Эмаль остается на ложке и прилипает. Поэтому ну все. 5 ложечек я положила. И теперь беру водичку. Водичка обязательно у меня очень-очень теплая. Градусов 40-50 я использую. Вливаю сначала немножко, примерно половину. В прошлом своем видео я использовала рюмки. Сегодня решила обойтись без них, да, то есть вы примерно уже сами рассчитываете порцию. Можно, допустим, на тот же объем добавить не 5, а 6 столовых ложек эмали. Я думаю, что хуже не будет. Единственное, он будет более густой. Я, кстати, уже в первых своих видео рассказывала, да, что для плетения белых изделий я использую белую потребительскую бумагу, но иногда, когда цвет не очень важно, чтобы он получился ярко-ярко белый, кипенно-белый. Одна из моих подписчиц меня поправила. Не кипельно, а кипенно-белый. Исправляюсь. Так вот, если такой цвет мне не важен, да, то я могу использовать акриловую эмаль. Кто-то использует, я знаю, дюфу для окрашивания белой лозы, но я ни разу ее не использовала. Напишите свое мнение. Есть ли разница в окрашивании белой акриловой эмали для радиаторов и дюфа? Так, хорошо все перемешиваю тщательно состав. Ну и добавляю водичку, чтобы получить ровно 500 миллилитров раствора. Итак, раствор готов. Убираю его в сторонку. Окрашивание я произвожу не окунанием, а при помощи кисти. Как и всегда, беру нужное количество трубочек. Обычно в пучке у меня 100 штук. Половинку убираю и распределяю по противню.
Так, распределила. Обязательно перемешиваю тщательно свой состав для окрашивания. Беру кисть. Кисть из натуральных волокон. В прошлом видео я также на этом заостряла внимание. И начинаю окрашивание. При окрашивании данным составом серые трубочки, они не сразу становятся белыми, да, они при намокании все равно выглядят сероватыми. Не стоит этого бояться, это все нормально. При подсыхании трубочка потом заметно побелеет, тем более мы ее окрашивать будем не в один слой, поэтому здесь для беспокойства повода нет у вас. Так, снова перемешиваю и продолжаю окрашивание. Все делаю на ваших глазах специально, без перерывов. Тщательно, когда я первый раз прокрашиваю свои трубочки, я их хорошо пропитываю, да, увлажняю. То есть есть мастерицы, которые, допустим, окрашивают трубочки, потом их высушивают, да, и затем дополнительно увлажняют. Я так не делаю. В прошлом видео я об этом подробно рассказывала, поэтому я на это видео ссылаюсь, не хочу повторяться. Так, ну все, окрашиваю свои трубочки. Не забываю раствор перемешивать тщательно. В чем отличие трубочек, допустим, окрашенных при помощи добавления эмали, да, тем более раствор очень густой, насыщенный получается, допустим, от раствора просто морилка или морилка, разбавленная водой. Эти трубочки при плетении дольше остаются эластичными, они очень долго отдают влагу, то есть они долго остаются влажными. И также они, когда готовые изделия мы сушим, да, они также, изделия, я имею в виду, дольше сохнут. То есть, когда вы готовые изделия из таких трубочек оставите на просушку, нужно дать ему время, чтобы оно хорошо просохло перед тем, как его покрывать уже на финише лаком. Частый ваш вопрос, как я покрываю лаком свои корзинки. Как-нибудь отдельное видео сниму, может быть. Но вообще оно у меня есть на канале, так что можете посмотреть. Я отдельно не грунтую. Тот же состав у меня для покрытия финишного лак немножко разбавленной водички для лучшего нанесения. И этим составом, получается, я грунтую и также покрываю далее в 2, в 3, иногда даже и в 4 слоя. Все, первый слой разнесен. Пропитываю трубочки до тех пор, пока у меня не начнет оставаться состав на подносе. Но я уже опытом наученная, примерно вижу, да, то есть трубочки хорошо пропитались, я их собираю и выкладываю на просушку. Прошло 12 минут в моем случае. Время я просто засекала, поэтому вам говорю. Верхний слой, в принципе, подсох, но он еще сыроват и присутствует такая небольшая липкость. Это то, что нам нужно. Снова выкладываю их для повторного окрашивания. Смотрите, нужно, чтобы липкость это немножко оставалась, для того, чтобы раствор при последующем окрашивании, да, он как бы приклеивался, хорошо укладывался на нашу поверхность. Именно на поверхность трубочек я имею в виду. Так, аккуратненько все их опять выложила. И приступаю к повторному окрашиванию. Смотрите, когда вы окрашиваете большое количество трубочек, конечно же, вы должны учитывать, да, этот момент и окрашивать их с интервалом, с этим. То есть прошло 10 минут, вот вы окрасили первую партию и продолжаете окрашивать там вторую, третью, четвертую. У меня обычно так происходит. После окрашивания четвертой, первая уже подсохла, я приступаю к повторному окрашиванию. Второй раз. Вообще у меня обычно для получения белого цвета этих этапов 3. То есть сейчас я уже раствор наношу не обильно, как вы видите, да,
а лишь окрашиваю верхний слой. Во-первых, он уже и не будет проникать вовнутрь трубочки, он слегка увлажнит их. Вот. Нам сейчас самое главное нанести слой для того, чтобы уже именно краска легла на первый слой. То есть насыщенный белый цвет получился. Вы поймете при нанесении, вы увидите, что он уже будет оставаться на противне раствор. Если мы трубочки провернем, он будет там в излишке. И наносить, ну, макать кистью снова в раствор нет необходимости. Можно их немножко провернуть и просто кистью разносить для равномерности цвета. Все. Долго манипуляцию не проводим. Снова собираю трубочки. Видите, раствора немножко осталось. Опять выкладываю на просушку. Примерно на такое же время. Прошло 15 минут. Трубочки у меня находились вот в таком положении. Периодически я их ворошила, чтобы они равномерно со всех сторон подсыхали. Опять трубочки выложила для третьего и последнего уже окрашивания. И пока я раствор мешаю, начну красить третий раз, хочу сказать, такой способ также отлично подойдет при окрашивании, допустим, раствором эмали плюс колер. Колер, он дает неоднородность цвета при, допустим, первом нанесении, да, при окрашивании, поэтому манипуляцию нужно повторять в 2-3 этапа. И теперь наглядно вы можете посмотреть, как это выглядит. Все. Также опять я совсем немного раствора наношу по поверхности. Трубочки немножко слегка имеют липкий слой. И все. Как я трубочки обрабатываю, показывать не буду. В прошлом видео я все наглядно показала. Точно так же я их обрабатываю. Все. Повторюсь, ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Очень важно, особенно для новичков, да, видеть, как вообще весь процесс происходит. Поэтому я его наглядно вам и продемонстрировала. Все. Третий раз я быстренько трубочки окрасила. Еще больше раствора у меня осталось на поверхности. Я его кистью собираю и уношу трубочки на просушку. Верхний слой подсохнет, я приступлю к обработке. Для окрашивания трубочек в черный цвет я буду использовать ту же эмаль акриловую Prestige. Она здесь у меня для дерева и металла с ароматом яблочка. Вкусно пахнет. Атмосферостойкая, то есть ее можно и для уличных работ, если что, использовать. Вдруг останется у вас, да, черный цвет не так часто используют для плетения. В общем-то, можно что-нибудь ей окрасить на улице. Но дело в другом. Я уже без вас навела раствор для окрашивания, и у меня есть замечание. Данная эмаль черная, она по консистенции более жидкая, нежели вот эта престижевская в черной банке. Да, она здесь белая, более густая. И я в раствор на тот же объем воды, получается, клала не 5 столовых ложек эмали черной, а целых 10. И мне кажется даже, что немножко еще можно эту концентрацию увеличить, положить не 10, а даже 12 столовых ложек, потому что прям раствор такой жиденький получился. Но это на самом деле не принципиально. Я просто хотела обратить ваше внимание, что белая эмаль, она бывает тоже разная. И если вы ее купите вот в такой баночке той же фирмы, да, голубо-синий, то она будет также более жидковатой. Соответственно, на тот же объем воды вам нужно будет положить большее количество эмали. Вот и все. Это такое мое небольшое замечание. Давайте приступать к окрашиванию. Итак, повторюсь, на пол-литровую баночку раствора у меня добавлено 10 ложек черной эмали. И, соответственно, до объема остального я вливала водичку. Трубочек у меня сейчас меньше. В черный цвет я пока ничего не собираюсь красить, именно плести я имею в виду. Взбалтываю обязательно свой раствор, тщательно перемешиваю. Кстати, когда черный цвет, прям очень сильно видно, как он начинает оседать.
Все, заболтала, кисть окунула. Раствор сейчас у меня более жидкий. Соответственно, мне нужно не так много раствора впитывать в трубочки. Ну, сейчас посмотрим. Я окрашивала всего до этого несколько трубочек. В маленькой прям совсем таре развела раствор. Все вроде бы меня устроило. И мне кажется, что, наверное, все-таки нужно было добавить больше эмали для получения интенсивного цвета, именно черного. Потому что сейчас он в трубочку, да нет, проникает нормально все, окрашивает. Все хорошо. Но все-таки я в следующий раз для себя сделала небольшую отметку, что буду класть даже, наверное, не 10-12, может быть, даже 15 ложек. Но вот так. То есть этот вариант для тех, кто любит черный цвет и желает получить однородный, красивый, насыщенный черный цвет. Как вариант. Окрашиваю. Принцип окрашивания трубочек в черный цвет тот же самый, как и при окрашивании трубочек в цвет белый. Сейчас я их вот пропитала, равномерно распределила красящий состав и уберу на просушку. Затем я их достану, подсушу. Также повторю манипуляцию второй и третий раз и вновь обработаю, как обычно это делаю со всеми своими трубочками. И в заключение сегодняшнего видео показываю результат, что получилось. Трубочки, окрашенные в белый цвет, были при помощи белой акриловой эмали в 3 раза. Черный я окрасила в 2 раза. И хочу показать вам результат. Покажу, конечно же, поближе, чтобы вы все сами увидели. Так. Липкий слой еще присутствует. То есть они влажноватые, к рукам краска не прилипает уже. Здесь у меня просто руки не отмылись. Нужно было одевать и на вторую руку перчатки. Так что имейте это в виду. Трубочки требуют сейчас дальнейшей обработки, последней фазы, да, обработки составом клей плюс вода. В моем случае вы можете обрабатывать, как привыкли, допустим, лак плюс вода. Результатом я довольна. Окрашивание цвета получилось, именно белого и черного. Цвет лег ровно, что в первом и во втором случае. Поэтому, если вам результат нравится, можете попробовать окрасить трубочки в белый и черный цвет, как это делала я. На этом мое видео подошло к концу. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.